Всем привет! Сегодня я хочу с вами поделиться тем, как правильно раздуть фольгированные шары. На примере я взяла фольгированную звезду размером 18 дюймов. Это самый маленький размер, в котором есть встроенный клапан. То есть встроенный клапан служит для того, чтобы фольга держала воздух или гелий и достаточно долго не выпускала его. Итак, чтобы надуть фольгу, я использую палочку для шара, либо если у вас нет, можно использовать коктейльную трубочку, тоже подойдет. И насос. Для чего нам нужна палочка? Из личного опыта я пришла к такому мнению, что изначально я должна палочкой раскрыть клапан, а потом надувать насосом. Так как бывали случаи, когда сразу надуваешь насосом, от резкого потока воздуха клапан разрывается. Поэтому предварительно я его открываю. Как я это делаю? Берем трубочку и аккуратненько, легкими движениями вправо-влево мы проталкиваем трубочку вовнутрь шара до самого конца, вот таким образом, чтобы открыть клапан. Теперь аккуратненько палочку мы достаем, и дырочку я удерживаю открытой. Беру насос, вставляю и раздуваем. Все, раздули шар. Еще один момент. Если вы хотите фольгу надуть гелием, и у вас, например, вот такая длинная насадочка, то, опять же, по личному опыту, такой очень важный момент, есть нюанс, что когда вы вводите вовнутрь шара, чтобы надуть шар, желательно вводите его недалеко, буквально на сантиметр. При этом удерживайте, чтобы воздух заходил вовнутрь, но не вводите полностью до конца, так как были случаи, когда вы достаете пистолет и клапан достается вместе с пистолетом. И, соответственно, воздух или гелий, он просто выходит и не держится больше в этой фольге. Поэтому лучше аккуратненько ввели и достали. Вот так. Теперь еще один момент. Фольга очень выгодна тем, что она считается многоразовым шаром. Если, например, вы гелием надули, да, у вас там неделю-полторы провисел, порадовал глаз, это хорошо. А если, например, вы воздухом надули, то фольга у вас может и месяц, и 2 месяца в таком состоянии находиться, и она, например, надоела. Вы можете аккуратно спустить этот шар, куда-то его аккуратненько сложить и потом использовать повторно. Раздуть также воздухом или гелием, не покупать уже новую фольгу. Чтобы спустить воздух с шара, для этого вам понадобится также, опять же, палочка. Вы аккуратненько просовываете вовнутрь шара такими же легкими движениями, чтобы не повредить клапан. До самого конца. И вы почувствуете, когда воздух начнет спускать. Это значит, что вы клапан открыли. Удерживаете в таком состоянии и придавливаете немножко ручкой, выпуская воздух. Сильно нажимать нельзя, иначе шар разорвется. Поэтому потихоньку. Вот уже заметно, что шар
сдувается. Вот так можно трубочку приподнимать. Искать лучшее положение для того, чтобы воздух выходил. И слышно, как шипит. В общем, вот таким образом. Не буду больше занимать ваше время, так как это займет около 5 минут, чтобы воздух полностью выгнать. Вот таким советом я хотела сегодня с вами поделиться. Если вам понравилось, ставьте класс, подписывайтесь на мой канал. Надеюсь, вам это поможет в вашей работе, и вы не будете совершать таких ошибок, которые совершали мы. Все, всем спасибо за внимание, до новых встреч. Пока-пока.